Привет, сообщество! Сегодня у нас практический материал. Сегодня я расскажу, как происходит обслуживание ножей Культратек, какие принципиальные схемы осевых узлов использует компания, какие есть нюансы и на что стоит обращать внимание. Этот материал будет полезен всем как текущим, так и будущим владельцам ножей Культратек, а также будет интересен всем ножеманам. Культратек — это российская компания, производящая складные ножи. Все компоненты ножа производятся самостоятельно, и основная идея компании — высокопроизводительные современные ножи. Однако помимо реза, помимо производительности, есть много чего еще. На данный момент ножи Культратек выпускаются с 3 разными исполнениями осевых узлов, в зависимости от модели и класса, и каждый вариант исполнения содержит по-своему уникальные решения. Друзья, данный материал ни в каком виде не официальное руководство. Но через меня в рамках тестов, в рамках той же самой заточки прошло огромное количество ножей Культратек всех видов, типов и серий. Накопился некоторый опыт, и я хочу им с вами поделиться. Дабы сделать видео максимально кратким, давайте работать по пунктам и начнем с материальной базы, а именно с химии и инструментов, которые я использую. Салфетки, ватные палочки, ватные диски, влажные салфетки – все это дополнительного пояснения не требует. В качестве обезжиривателя я использую изопропиловый спирт и этиловый спирт. Чаще изопропиловый. Допускается использовать все что угодно. Прекрасно подойдет бензин-калоша или любой другой обезжириватель. Однако изопропил более или менее нормально пахнет и везде продается. В качестве смазки я использую масло И20А. Оно же масло для швейных машинок, оно же веретенка. Опять же, вы можете использовать любое подходящее достаточно жидкое масло. И20А точно так же продается абсолютно везде, стоит недорого и прекрасно работает. Первый нюанс будет прямо здесь. ВД-40 и все подобные средства я использовать не рекомендую. В большинстве своем их тяжело правильно нанести, и чаще всего они высыхают со временем. Также я использую пинцет, несколько емкостей, отвертки с битами торкс и шестигранником. Для разборки ножей на гайках я использую ключи, которые идут в комплекте с ножами. Как вы видите, я не использую ничего необычного. Никаких специальных смазок, редких инструментов или чего-то подобного не требуется. Следующий нюанс вот какого характера. 99% современных продвинутых складных ножей по всему миру изготовлены с использованием упорных подшипников в осевом узле. Это стандарт, и 99% таких ножей имеют открытую конструкцию подшипника. То есть грязь, пыль может попасть на подшипник, и потому осевой узел требует периодического обслуживания. В свою очередь, все ножи Культратек, вне зависимости от типа осевого узла, имеют тот или иной вид защиты. В итоге необходимость разборки для обслуживания ножей Культратек значительно ниже, если и вообще имеется. Разбирать эти ножи в большинстве своем не нужно. Но это интересно, да и мало ли зачем может понадобиться, поэтому давайте начинать. Все ножи Культратек изначально проектируются так, чтобы быть максимально рабочими и удобными. Однако, как мы с вами знаем, благими пожеланиями выслана дорога известно куда. И какие-то ножи действительно получились нереально простыми в обслуживании, а на каких-то, мы имеем максимум возможного, наверное, так. И именно с такого ножа мы начнем. Культратек Арес, а также модели Сириус и Камрад. В этих ножах реализована схема с упорным подшипником. При работе с Аресом я рекомендую разбирать нож в небольшой емкости. Внутри ножа находятся 2 упорных подшипника, состоящие из шариков, сепаратора и пыльника. Шарики очень маленькие, диаметром 1 мм. Их легко потерять, и поэтому я рекомендую разбирать нож в небольшой емкости. Для простоты давайте с вами условимся, что у любого складного ножа есть 2 плашки. 2 основные части рукояти. И давайте условимся, что часть, нагруженная замком, будет у нас левой плашкой, а часть без нагрузки будет правой. То есть, если мы смотрим на нож в закрытом положении сверху, со стороны обуха, плашка с фреймом будет слева, а плашка без замка будет справа. Так вот, разборка любого ножа Культратек начинается с правой плашки. Чаще всего откручивать винт или гайку слева вообще не нужно. В случае с Аресом мы раскручиваем 3 винта, 2 в районе бэкспейсера и 1 осевой. А в большинстве конструкций ножи Культратек имеют 2 точки крепления. Одна, опять же, в районе бэкспейсера и осевой узел. Перед разборкой любого ножа, вне зависимости от степени затупления ножа, я рекомендую оклеить режущую кромку скотчем. Один мой товарищ дополнительно надевает резиновую трубку на лезвие, а потом оклеивает. Защиты много не бывает. Разборка Ареса требует биты Torx T8. Я обычно начинаю разборку от бэкспейсера к осевому узлу. Подшипник, все его компоненты с ножа я помещаю в изопропиловый спирт для обезжиривания.
Тем же изопропиловым спиртом я чищу клинок и подложку подшипника. Все детали высыхают, и я приступаю к сборке. Первым в плашку устанавливается пыльник. После установки пыльника на закаленную подложку наносятся 2-3 капли масла. Масла не нужно много, 2-3 капель более чем достаточно. После этого устанавливается сепаратор и шарики. Масло на подложке немножко прихватит шарики, и это упростит общую сборку ножа. Точно такую же процедуру делаем на левой плашке и собираем нож. При этом касаться винта с левой стороны вообще не нужно. Винт слева — это контрвинт с обратным направлением резьбы по отношению к основному винту. Винт слева служит для фиксации положения основного винта. То есть, говоря по-русски, это фиксатор резьбы, но только не локтайт, а механический. Но, допустим, вы захотели разобрать и собрать все. Какая последовательность действий в этом случае? Мы делаем все то же самое, и после сборки мы наживляем контрвинт. После наживления контрвинта затягиваем основной винт, тот, который справа. Затягиваем до необходимого положения клинка. А именно, у нас хороший ход, выбран люфт, клин по центру, все как полагается. После этого уже затягиваем контрвинт. Фактически два винта за счет разного направления резьбы как бы распирают друг друга, тем самым предотвращая ослабление узла. При последующем обслуживании контрвинт трогать не обязательно. У вас может возникнуть вопрос, почему бы не использовать готовые подшипники с пластиковым сепаратором? Такие используются в большинстве современных ножей. Причин две. Во-первых, размер шарика у готовых подшипников гораздо больше, и при прочих равных мы получаем рост толщины рукояти. Во-вторых, упорный подшипник Ультратек имеет более жесткие допуски, так как применяется бронзовый пыльник для защиты, чего нет у готовых решений. Второй нож сегодня Ультратек Chest, также серебряной серии. Здесь у нас двойной радиальный подшипник. Двойной радиальный подшипник применяется также на ножах Корнет и Титан. Разборка идет по аналогии с Аресом, то есть начинаем мы с правой плашки. Для разборки Честа используется ключ, идущий в комплекте с ножом. Снимается гайка с правой стороны. В ноже темлячное отверстие одновременно и крепежный элемент. Для его снятия используется шестигранник 4 мм. Мы разобрали нож и, собственно, теперь можем собирать его обратно, потому как двойной радиальный подшипник установлен в закрытом исполнении. Его не нужно обслуживать, смазывать и вообще делать с ним что-либо. Слева на оси Честа реализована антипроворотная выборка, и при полной разборке устанавливать ось нужно внимательно. И, пожалуй, единственный важный нюанс заключается в силе прижима гаек при сборке ножа. В чем здесь суть? В случае с упорным подшипником на Аресе мы закручиваем винт, не прикладывая каких-либо усилий. Фактически мы находим положение, когда ход плавный, люфт выбран и клин по центру. При этом сколь-либо значительных усилий мы не прикладываем. У Честа на двойном радиальном подшипнике ситуация иная. Здесь сборка сопровождается ощутимым усилием при закручивании. Именно поэтому на Честе, на Корнете, на Титане, на всех ножах подобной конструкции применяются гайки. У вас может возникнуть вопрос, а какой подшипник лучше? В теории упорный подшипник не имеет ни одного шанса перед радиальным. Так происходит вовсе не потому, что мы имеем дело с какой-то новой технологией. Всем этим технологиям 200 лет в обед. Упорный подшипник появился на ножах не потому, что это правильный выбор, а просто потому, что идеально подошел для ситуации. Производители были заинтересованы в повышении визуального и тактильного качества ножей, но без серьезных издержек, без увеличения затрат на производство. Упорный подшипник подошел как нельзя лучше. Во-первых, он занимает место шайб, физически занимает. То есть производителю не нужно сильно менять производственный процесс. Во-вторых, любой производитель получил возможность выбрать люфты, улучшить ход клинка, упростить процесс сборки ножа, и все это сохранив старые допуски качества деталей. При этом качество, надежность самого подшипника, надежность всей конструкции, все сопутствующие проблемы возникают не в первую очередь. Как и говорил, это подарок для индустрии. Производитель получил возможность поднять визуальное и тактильное качество, то, что мы видим и можем оценить перед покупкой. Разумеется, монолитность и надежность шайб выше и выше значительно. Но многое будет зависеть от задач, подшипник достаточен в большинстве сценариев. В свою очередь, закрытый радиальный подшипник решает все проблемы упорного. Конструкцию не нужно обслуживать, посадка оси очень плотная, то есть люфт на оси, а это неустранимая проблема для упорного подшипника, эта проблема уходит на этапе проектирования.
Прочностные характеристики радиального подшипника также выше, ход клинка лучше. В теории радиальный подшипник не оставляет ни одного шанса упорному. На практике есть нюанс. Во-первых, проблемы с грязью и деформацией на всех упорных подшипниках Ультратека решены. С одной стороны есть каленая стальная подложка, с другой стороны есть пыльник. Во-вторых, для разборки и сборки ножа не нужны специальные инструменты. Радиальный подшипник плашками фиксируется через внутреннюю обойму, и потому осевой узел требует точного и сильного прижима. Отсюда в конструкции появляются гайки. Гайки дают возможность прижать плашку сильно и точно. Бонусом не требуется фиксатор резьбы. Ключ для гаек идет в комплекте с ножом, но упорному подшипнику специальный ключ не нужен. Ультратек Сварн. Мы с вами разберем второе поколение ножа, и несмотря на то, что модель уже несколько устарела, на фоне текущей генерации, принципиально схема не изменилась. Точно так же, как и со всеми остальными ножами, заклеиваем режущую кромку. Откручиваем две гайки справа и снимаем плашку. Чистим и обезжириваем шайбы, клинок, площадки под шайбы, высушиваем, смазываем и собираем. Теперь к нюансам. Во-первых, шайбы только на первый взгляд одинаковые. Важно не перепутать их местами. Во-вторых, смазка производится через наполнение маслонакопителей на шайбах. Маслонакопители — это круглые ямки на поверхности шайбы. Нельзя заливать шайбы маслом доверху, нельзя допускать попадание масла под шайбу. Мы буквально на острие иглы заполняем 3-4 маслонакопителя, и все, больше не нужно. Все маслонакопители заполнять не нужно, достаточно 3-4. После чего мы собираем нож. На сварне применяются гайки, применяются по той же самой причине – усилие прижима. То есть закручиваем гайки мы с ощутимым усилием. Ключ точно так же идет в комплекте с ножом. Конструкционно сварн самый простой и одновременно самый сложный к Ультратек. То есть с одной стороны у нас шайбы, плашки и клинок, все очень просто. Но есть нюанс. Арез, корнет, чест — это интересные технологичные ножи, как в плане стали и термообработки, так и в плане конструкции материалов. И это весьма недешевые ножи. Однако все они втроем дешевле одного сварна. Как мы с вами говорили выше, упорный подшипник позволил индустрии улучшить визуальное и тактильное качество без улучшения допусков деталей. Давайте на этом моменте остановимся поподробнее. Современный складной нож может иметь допуски вплоть до миллиметра на сторону, и даже больше. А если взять некоторые модели ножей БАК, то эти допуски можно и рулеткой измерить. Конечно, когда мы касаемся более качественных ножей, то допуски падают до плюс-минус 100 микрон. Наиболее продвинутые современные ножи на упорных подшипниках собственной конструкции имеют допуски в районе плюс-минус 20-40 микрон. Речь идет о точности изготовления деталей и сопряжения деталей при сборке. Серебряная серия Ультратека технологически рассчитана на допуски в плюс-минус 15 микрон, и это очень высокая точность. Но сварн, золотая серия, это расчетные плюс-минус 5 и фактически плюс-минус 3 микрона. Сварн изготовлен намного точнее подавляющего большинства часов, не говоря уж о ножах. Поэтому смазывать нож нужно правильно, заполняя маслом маслонакопители, 3-4 на шайбу, не допускать попадания масла куда-то еще. Закручивать гайки нужно с ощутимым усилием. Сегодня мы с вами посмотрели и разобрались, как происходит обслуживание ножей Ультратек. Какие есть нюансы и как устроены осевые узлы на этих ножах. И давайте подведем краткие итоги. Самый простой в обслуживании — это узел на базе двойного радиального подшипника, ножи Чест, Корнет и Титан. Упорный подшипник на Аресе, Сириусе или Камраде доработан и не требует специального инструмента для разборки. Но в обслуживании этот узел уступит остальным. Шайбы — это наиболее монолитная, точная и одновременно простая конструкция из всех существующих. Вот такой, друзья, материал. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо вам за просмотр. До новых встреч и пока!